Друзья, всем привет! Ну что, сегодня продолжаем делать нашу курточку. И по плану у нас очень много чего нужно сделать. Итак. В первую очередь нам бы нужно сделать уже воротник двойной, да. Дальше нужно решить, что мы будем делать вот с куском пояса, потому что здесь тоже должны быть швы всяческие. Потом нужно будет сделать карманы. Дальше клапана. Здесь карманы. Нашивки. И что тут еще была такая на плечах? Вот эта штучка. Так, клапан. Надеюсь, успею клапан. Короче, нужно сделать все детали, которые на куртке есть. Ну, то есть, чтобы они уже были как бы готовые. Вот. Не знаю, успею ли я сделать там швы, всякие вот эти вот помятости, вот это вот все, или все-таки оставить это на 4-ю серию. Будем ориентироваться по времени. Ну что, поехали? Итак, с чего бы начать? Наверное, пора уже делать воротник. Давайте посмотрим, что с воротником. Значит, внутри воротник у нас вязаный. Знаете что? Мне вот не очень нравится моя вот эта вязка. Какая-то она не такая. Ну, вроде бы такая, но вроде бы не такая. Ну ладно, что придираться-то. Пусть такая будет. Значит, у нас на воротнике по наружной стороне есть вот такая вот нашивка. И она идет по всему воротнику. А здесь типа тоже что-то там двойной слой ткани и вот это вот все. И вот надо думать, как это сделать. Надо ли тут прям нашивать это или не надо? Короче, давайте пока сделаем второй слой, который вот такой вот, который идет по всему воротнику. Я так понимаю, что клапан, да, он идет до конца, а клапан потом нашивается сверху. Окей, итак, давайте глянем, что у нас там за размер воротника. Так. Где наш воротник? Вот. 8 сантиметров. Ну, давайте отложим 2 сантиметра. Может быть, 2 мало, может быть, 3. Ну, либо 2,5. Ладно, давайте сейчас сложу 2,5 и глянем. Ну, вроде бы, да. Больше, наверное, не надо. А меньше, наверное, тоже не надо. А еще такое ощущение, что здесь сзади меньше, чем здесь. Но, возможно, это просто там он... Просто тут топорщится больше. И мне вот, знаете, не хочется делать вот этот двойной слой воротника, чтобы он прям заворачивался внутрь. Хотя, может быть, это была бы и хорошая идея. Ладно. Нет, тогда нам нужно будет рибану уменьшать. Или не нужно. Можешь попробовать. Тогда вот с этим вторым слоем решится все. Давайте попробуем сделать следующее.
Internal из... Ой, не так. Сейчас попробуем, а потом глянем, что получится. И, возможно, нужно будет, кстати, вот здесь разрезать и делать так, чтобы... Где у нас воротник хорошо виден? Чтобы вот это вот выступало туда. Ну ладно, короче. Offset Pattern Outline 8. Окей. Так, дальше. Делаем так. Дальше. Ой. Тримим до аутлайна. Так, дальше. Здесь давайте сделаем складывание этим инструментом, который складывает. А где он? Вот. Так. О, знаете что? Проблема в том, что у меня... Сейчас отмотаем все назад. Короче, у меня стоит здесь вот эта галочка, и давайте-ка мы ее оставим как есть. Потому что я так чувствую, что в ней все дело. Так. И удлиняется этот замок. Еще раз 8, окей. И нифига. Ладно. Зиппер. Нам зиппер... Можем его отредактировать? Ай, придется перешить. Ладно. Перешьем. В общем, для начала разберемся с этим, а потом перешьем. Это сюда. Это делаем. Точки тримим до аутлайна. Давайте пришьем замок заново. Начиная отсюда с шифтом. Это же мы в внутреннюю часть подшиваем, да? Да. Ну так и было пришито. Так, одну пришили, вторую погнали шить. И сюда. Придется заново понастроить все это. Так, один. И, по-моему, это был страйп, слайдер. 7, пулер, 7. Вроде бы так. Так, дайте-ка я это заморожу. Пока вот эти вот, вернее, штуки заморожу. Ну, надо было так не делать. Надо было все заморозить. От зараза. Ладно. Так, пока я ничего не буду делать. Сейчас я это согну. Потому что без сгибания оно... Ну и куда? Так. Давайте пока на 10.
Fold. Нет, Realistic Fold. Думаю, что 2 будет достаточно. Силу на 20. Дальше подошьем это сюда. Это сюда. У меня тут точки нету. X надо разделить. Вертикальные линии. Так. Ну, типа как-то так. Давайте смотреть, что получается. Так, и еще у меня это assign. Ну, а это было как есть, так и есть. О! Прикольно. Так, дальше. Мне все-таки не нравится вот эта вот история с этим дивайдом. Давайте я сделаю cut and sew. И я сделаю настройку шва вот такую, только сайт B у нас сверху будет. И что-то, по-моему, это ничего не дает. Особенно. Если только этот край утолстить. Ну, давайте попробуем. Ой, не то. Edge thickness. Так, давайте сделаем на 0,2. И... Так. Что еще не так? Так, утолщение. Так, back none. А здесь что тут ролит не то. Ролит him. Binding tape. No. Ну-ка, давайте так. Ну, что так, ну как-то какое-то такое себе. Какая-то история такая себе. Ладно, давайте возвращаем нафиг вот это все назад. И не буду я тогда разделять ничего, раз такое дело. Фиг с ним. Знаете, что можно сделать? X. Можно же тоже здесь сшить. И тогда тут, в принципе, просто достаточно будет того, что типа тут какой-то шов. О, зашибись, что-то такое появилось. Так, оно, конечно, слишком гладенькое и ровненькое. Ну, ладно, что уже сделаешь. Так, теперь замочек. Замочек нам нужно... так, TIS OBJ. Ну-ка. Только попробовать. Понтовый пусть будет замок. Все. Ладно, это окей. Теперь нам нужно сделать нашивку на всю вот эту штуку. Давайте сделаем так. Так, берем вот это вот. Делаем create. Так, вам, наверное, не видно.
Сейчас. Create lining outside. Так. Дальше. Берем, убираем remove linked editing. Если не видели, просто найдите этот пункт. Так, дальше. Вот это вот делаем cut. Вот эту часть просто удаляем. Дальше на вот эту всю часть. Так, надо убрать divide здесь. Так. Сюда накидываем Coton Denim. Так. Еще здесь же у меня. Я ж не включила. Так, хорошо. Дальше делаем ее симметричной. Convert to Symmetry Axis. Так. И что у нас получается? Давайте смотреть. Так, я кое-что забыла сделать. Молоток я, да? Я забыла добавить швы. И не там они мне где надо. Ладно, давайте делать. Короче, add internal isoline 0,2 вниз. Дальше, как всегда, add internal isoline 1 сантиметр. Так, что я не сделаю это сразу здесь? Ну ладно. Так. Один. Так, теперь вот эту я удаляю и начинаю пришивать к этим сюда, сюда, сюда и сюда. Потому что будем типа имитировать, как в настоящих изделиях. Ничего не пришивается прям к самому краю. Окей. Отлично. Так. Блин. Вообще я тупанула. Блин, у нас тут только один шов, а не два. Ладно. Возвращаем все назад. Хорошо, тогда уберу оттуда этот add internal isoline 1 сантиметр. Окей. И пришиваем это сюда. А вот этот шов надо убрать. Этот none 3D line. Я сказал none. Эластик можно убрать. Все, чтобы не было. То есть что же за фигня? Я ж написал none. Тебе все равно, да? Короче, я не знаю. Не всегда оно нормально работает. Убираем все это нафиг. Подобранным вот образом. Все. Нас... Ой, я ж только в одном месте убрал, да? Давайте уберем и во втором. Ладно, не хочешь, как хочешь. Будет так. Пластик можно тоже убрать. Вроде бы так. Так. Мне не очень нравится, что он как-то нормально тут не прицепляется. Ну ладно. Так, да, еще. А как же он тут? Так, во!
Я поняла. У меня здесь лишний шов, которого вообще быть не должно. Убираем нафиг вот это. Вообще. И придется подвинуть на 0,2. Окей. Или нет? Так, ну-ка. Не надо двигать тут и так сантиметр. Хорошо, я поняла. Так, здесь то же самое. Вот это не надо. Короче, смотрим. Соответственно, здесь такая же история. Вот это вот все не надо. Ну-ка. Стало лучше или нет? Так. Тюрнет, да? Рэйчел. Дайте-ка я... Что мне не нравится? Вот это вот... Давайте я сделаю 101. Чё, какая-то фигня тут. И этот тоже. Пусть он лучше это. Как будто бы чуть-чуть поширше будет. Хотя тоже какая-то хрень. Так, ну или надо попробовать. Так, что это не то. Так, вот здесь. Ну-ка. Подождите-ка. Вот в чем дело. Ну-ка, 100. Все, я поняла. Короче. Я поняла, что здесь происходит. Давайте сделаем 95. Так, ну или... Я поняла. Короче, вот это мы сделаем divide. Мы не будем назначать сюда разные паттерны. Здесь будет все тот же вот этот вот паттерн. Но здесь мы сделаем 92, например. Чтобы оно натянулось, а вот здесь вот не натягивалось. А вот здесь вот мы сделаем 100. Как и было в оригинале этой куртки. Так, теперь со швами надо убрать то, что я там намудрила. 100 этих эластик. 101. Так, тут что не 90? Тут должно быть 90. Все, вроде бы да. Только, блин, вот здесь вот начинается вот эта история, что когда пришиваешь к низу воротника, получается фигня. Давайте мы к низу воротника не будем пришиваться, а пришьемся к куртке. Потому что получается щель. И к куртке мы должны пришиваться, наверное, к верхней. Ну-ка. Проблемка. А куда пришита верхняя часть?
А верхняя часть тоже к верхней пришита. Давайте мы пришьем тогда верхнюю часть к нижнему слою. И тогда вроде должно быть нормально. Ну, вот уже практически... Ну, думаю, в крупным планом это видно не будет. Так, все, вроде бы тут порешали. Хорошо. Что у нас с этим швом? Тюрнет. И в тюрнет мы больше ничего не можем настроить. В целом... Окей. Ну, типа как-то так. Так, давайте, наверное, знаете, что воротники сразу сделаю на 5. То, что это все-таки какая-то более-менее мелкая деталь. И хочется больше над ней контроля. Так, и я забыла вам сказать, что я перевела все в квады. Так, а где посмотреть, что это квады? Вот. Ну так вы видите. Потому что у меня тут этот показан меш. Так, что еще? Давайте я уберу, наверное, эти квады, чтобы не показывалось. И, наверное, пусть будет вот так. Окей. Так, с этим вроде разобрались. Приступаем к карманам. Карманы у нас... Я так понимаю, что там скрытая молния. И нам ее делать не обязательно, потому что здесь как бы вшито это... Ну, типа такие штучки. Как будто бы тканью прикрыта эта молния. И нам просто нужно сделать имитацию этого всего. И как нам это сделать? Давайте сделаем следующее. Сделаем так. Во-первых, вырежем. Вырезали, да? Во-вторых, давайте сделаем cut and sew. В-третьих, я бы хотела... Кстати, куда они делись? Они тут и остались. Я бы хотела попришивать их к нижней части куртки. Хотя... Знаете что? Я тупанула. Давайте... Так. Давайте сделаем так. Берем вот это вот и делаем cut and sew. Чтобы оно сразу вшилось сюда. И настроим швы следующим образом. Так. Вот это вот. Только наоборот сторону поменять. Да. Смотрите, что получилось. Дальше. Я хочу убрать отсюда эти... Как его называют? Нормалки. Нормалки. Sickness face. Где тут этот? Подождите, а тут нормалок нету, походу. Или есть? Почему-то есть. Но они в этом случае не убираются.
Так, эластик нафиг. Ладно, фиг с тобой. Дальше. Это надо сделать cut and sew. И тоже сделать между собой, наверное, вот эту вот историю, что что-то из этого должно торчать. Только не Б, наверное, А. Типа А перекрывает Б. Тогда у нас будет это... А, я поняла, что это за... Тут еще, наверное, один шов есть, нет? Это вот здесь вот шов есть. Вот он. И вот эти швы нам нужно поубирать нормали, которые пришиваются к нижней части куртки. Потому что они тут так себе выглядят. Да. Так, что-то я еще не убрала. А вообще, я, честно говоря, не понимаю, нафига тут куча швов. Так, ну это я понимаю. Если мы можем обойтись одним швом. Так, значит, что мы сделаем? Давайте продлим вот этот вот шов. Вот так. Да, и сделаем то же самое здесь. Все. И не будем настраивать кучу всего. О. Дальше. Вокруг этой штучки должна быть... Да, кстати. Здесь мне как бы незачем вот это. И точка тут тоже не нужна. Значит, вокруг этой канавки и вокруг вот этой тоже. Так, давайте я точку уберу. Должна быть internal line. Так. Один. Ой, нет, давайте два. Один это мало. Два в обратную сторону. Так, и мы должны сшить вот эту внешнюю канавку с вот этой внешней канавкой. Так, а теперь тут какая-то фигня образовалась. Вот это конверту. Так. Где тут конверт to whole? Ладно, просто вырежем. И выкинем. И что у нас получилось? Б. Так, не то. Друзья мои, вообще не то получилось. Надо, видимо, по очереди сделать. Ладно. Add internal isoline 02. А здесь что? Ага. А здесь в другую сторону. Почему-то. Вообще не туда. Понятно, почему так получилось. Так, ладно. Да что за...
Ладно, давайте так. Берем, делаем просто N. Потом докрутим N. Теперь B. Докручиваем. Что-то оно глючит. Так, еще раз. Это сюда. Блин, да что такое? Merge points. Понятно. Точки не соединены были. О, все. Теперь у нас появилось здесь, появился тоже шов. Вроде бы окей. Дальше что? Давайте задеталим клапан. Его можно сделать типа двухслойный, но мне что-то неохота. Поэтому делаем следующее. Add internal isoline 0.2. Дальше add internal isoline 1. Так. И вот эти края мы просто утолстим. Хотя, блин, а можно было сделать двухслойный его. И тогда можно было... Ладно, давайте сделаем двухслойным. Не убудет. Короче, как я его сделаю? Наверное, под низ подошьем. Так. Create lining inside. Ну и так вот. Все. Да, пусть будет двухслойным. Дальше. На нем можно было сделать какие-то заклепки. Так, что у нас тут? Блин, конечно, можно замудохаться и сделать здесь эту, как ее, на кармашке вот эту с внутренней стороны. Надо тогда расшивать вот эти. Короче, вот эти швы можно расшить. Так. Да, пусть они будут расшиты. А внутри можно было, конечно, сделать вырез здесь. Типа... Ладно, давайте я попробую, а там посмотрим. Вдруг это что-то даст. Только сначала надо деактивировать вот эти Ctrl-Shift-J, Shift-Q. Давайте это... Ой, надо было не так делать, короче. Надо вот здесь вот конверт холл. Просто в дырку превращаем. И пробуем вшить сюда молнию. Значит... Так. Дальше. Молния должна быть сантиметровой. Дальше. В ней не должно быть... Так. 50. В ней что не должно быть? Части. Bottom stopper.
Так, а какого ж хрена тогда не до конца не доходит этот? Не так. Так. Ладно. Ну, окей. Shift-C показать все. Не, давайте пока Shift-Q это скроем. Сделаем следующее. Возьмем, пришьем вот эту часть вот сюда. Вот эту часть вот сюда. Верхнюю сюда. Эту сюда, чтобы ничего не болталось. Ну, типа так. Дальше. Раньше можно было удалять вот эти штучки. А сейчас удаляется молния. И мне это не нравится. Ладно, давайте пойдем в Edit Style. Стоперы. Нижний... вот здесь можно... О, все, вот здесь вот я стопер удаляю. И красота. Дальше. Попробуем показать. Так, а что я все это на хорошей симуляции симулирую? Дальше делаем Shift-Q, Ctrl-Shift-J. Показываем. И нам нужно... Давайте-ка замок этот сюда перенесу на время и посмотрю, можно ли нам сделать... Не, мы не можем так сделать. Ну ладно. Зато мы можем сделать Set Sublayer на вот эту часть и на вот эту часть. И, возможно, это делегируется еще и замку. И давайте глянем. Что-нибудь это дает или не особо? Ну, что-то такое. Еще знаете, что можно попробовать сделать? Еще можно попробовать вот этим кусочком поставить экстраколлизию, например, на 3 миллиметра, чтобы они сюда выпирали, что ли. Ну, что-то такое. Хотя 3 миллиметра здесь... Так. Да, и знаете еще, что можно сделать? Можно еще сделать им экстра рендер, например, на 1 или даже на 2. Так, а что тут происходит-то? Они что, двойные, что ли? Они что, двуслойные? Ну-ка. Где это у нас? Carved Side Geometry. Ну. Что тут Edge Thickness? Так, а что у меня Double Side? Это еще что за такое? Дальше. То же самое. Какого-то фига. Так. Не прокатывает экстра рендер. Это какая-то фигня. Ага, и давайте еще 5 сделаем. Ну-ка на единицу. Ну, такое. Но зато что-то выглядывает.
Блин, мне этот замок, конечно, здесь вообще не нравится. Так, еще моментик. У меня... понятно, что тут случилось. Тут же 2 дырки, понятно. Хорошо, давайте тогда сделаем замок с другой стороны. И посмотрим, что дальше. Так. Один. Так. Edit style, пуллер. Ой, стоппер. Нижний стоппер. Удалить. И... Так. Я же у нижней делала. Да. Тут еще надо замок перевернуть. А замок перевернуть... Не то. Блин, а как-то его перевернуть? Он нам нужен... Ага, ладно, я поняла. Reverse direction. Нам нужно было сделать его с той стороны, а потом поставить галочку. Ладно, делаем так. Так. Сюда. Потом 10. И потом делаем reverse zipper direction. Вот теперь все точно. Дальше пришиваем М сюда. Сюда. А можно было продлить? О, можно. Прикольно. Ха-ха. Давайте таки сделаем с обоих сторон. Сейчас поубираю вот эти швы. И все. И будет одним швом зашито. Так. Давайте здесь то же самое сделаем. Так. Это сюда. Это сюда. Это сюда, это сюда. Ладно. Я могу... Ой. Один. Вот так сделать. Так, дальше. Это... Ctrl-Shift-J и проставить Set Sublayer. Да, это над этой. И это над этой. Ну-ка. Давайте вытащим. Что-то я покоробила тут прям. О. Короче, замки эти тут, конечно, вообще пипец какой-то. Можно попробовать сделать типа мелкий какой-то замок.
Да, еще можно попробовать именно у этого зиппера, у этих двух, сделать текстуру, а не OBJ, потому что как бы смысла нету. Так. Потому что как бы, а зачем? И пулеры сделать. Edit zipper style. Пулер. Давай-ка тут. Так. Во-первых, он не должен быть больше 5. А может и больше. Во-вторых, можно что-то более интересное сделать. Ой, размер же. О, пусть такой, только 5. А, подождите, у меня что? Как слайдер. Это в слайдере нужно было делать 5. Да? Да. Так. Спулер. Ну да. Короче, пока что это так как-то выглядит. Может быть, если чуть-чуть приоткрыть... Так, это я не приоткрыла, это я фиг знает, что делаю. Shift-Q. Так, как его... Во. Если его немного сдвинуть от начала, может быть, и этот тоже. Кстати, а что у него за материал пуллера? Чего made? А не металл? Давайте посмотрим. Это как-то повлияет вообще хоть на что? Блин, почему у него нету коллизии у этого пуллера? А если в аккуратном режиме будет коллизия? Да фиг тебе, а не коллизия, да? Короче, не знаю, ребята. Я, может быть, и удалю нафиг эти замки, потому что как-то они тут что-то это большой роли не играют. Ну, или сами замки я оставлю, а вот, возможно, пуллер этот нафиг грохну. И слайдер тоже. Типа, замки, может, ну, и типа, если там они видны будут, то и хорошо. А так, как бы смысла нету в этой фигне. Типа, они там запрятаны. Ну и все. Думаю, на этом я остановлюсь с этими кармашками. Так, что дальше там? Карманы боковые и нашивки. Знаете, что я хочу сделать? Я хочу избавиться вот здесь вот от нормалей. Как бы не вижу смысла их тут вообще держать. Это ж я на одном рукаве избавилась, да? Да. А на втором нет. Так. А я могу нан поставить? Блин, ну почему оно не срабатывает? Ладно. Хорошо. На рукавах от этого избавились. Сейчас будем пришивать тряпочки. А потом будем подтягивать рукава. Не, рукава я буду подтягивать в последний момент.
И, возможно, их придется удлинить. Короче, как я буду делать эти тряпочки? Так. 2,30, да? Угу. Так, зря я, наверное, сделаю это. Короче, делаем следующее. Add internal isoline. 0,2. Так, ну-ка. Не в ту сторону делается. Так, и надо было internal isoline extend. Еще раз. Isoline extend to outline. О, так. Вот это не нужна. Вот это не нужна. Что тут случилось? Trim to outline. Так, здесь тоже такая фигня. Да. Trim to outline. Так, тут окей. Дальше. Что я делаю? Я делаю так. Это и вот это. Я делаю create lining outside. И наверх копирую. Дальше. По внешним вот этим штучкам я... Блин, вот я тупанула. Короче, сначала нужно было расставить все швы, которые я буду прошивать, а потом уже копировать. Ладно, давайте посмотрим, сколько швов-то тут. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, окей. Тогда мне нужно убрать вот этот шов. Так. И тут, кстати, его тоже надо убрать. И мы делаем следующее. Между вот этим и вот этим. Так. Не так. Блин, как-то есть какая-то тут команда, типа дистрибьютить этих самых линий. Но как это сделать, я не помню. Что такое add as measurement line? Не то. Так. Create internal shape by outline. Ого, что это такое не то? Не то. Блин, была где-то вот эта штука. Блин, ну как это делалось-то, а? Add point не то. О, а это что такое? Что я сейчас нашла интересное? Create internal shape by outline and sew. Что это такое? Это какая-то шняга. Ладно. Может, надо было этим инструментом выделять, а? Нет.
Нет, какая-то фигня. Ладно, короче. Г. Давайте так сделаем. 4,60. Нам нужно сюда еще вставить. 4 линии. 4, 6. А, подождите-ка. А я куда вообще? А здесь? Ну да, не то. Да, 4, 6 разделить на 4. 1, 15. Ладно, давайте делать так. Add internal isoline. 1, 15. Default. И делаем 1, 2. Подожди, почему я на 4 поделила? Мне нужно на 5 было делить. 4, 6 разделить на 5. 0,92. 0,92 и 4. И получается здесь 4, здесь 2, и получается 6 линий. О, теперь все четенько. Теперь выделяем это. Create lining outside и наверх. Тыдынс. Дальше по вот этим линиям cut. Вот это выкидаем. А остальное остается пришитым. Итого у нас тут получается такая ленточка. С 6 полосочками. Ох, друзья мои, что-то я тут сделала не то. Ладно, давайте мерджить. Назад. Здесь нам и не надо, эта линия, нафиг. Не, блин, не хочу терять вот эту вот удивительную историю. Так, ладно, давайте так, берем. Вот это вот сначала делаем Remove Linked Editing. Дальше делаем это Apply Symmetry with Sim. А дальше уже режем. Cut. Ну и все, можно удалить. А то порезала я не то, что надо. Так, смотрим. О! Теперь можно еще Set Sublayer поставить, чтобы это ничего никуда не уехало. Ну и вот. Такая у нас штучка получилась. Теперь нужно сделать здесь вот эти вот, как они называются, погоны, короче, которые прицепляются. Еще что интересно, их нужно сделать такими, не просто пришлепать сюда, чтобы они лежали, а еще и как бы изогнуть, чтобы это выглядело более-менее естественно. Так, и какой длины у нас должны быть погоны? Давайте глянем на плечо. 23 X. Хорошо, где-то 15 сантиметров меня, в принципе, устроит. Так, что я делаю? Скопирую-ка вот эту штуку. Ctrl-C, Ctrl-V. Куда-нибудь сюда, да? Так, 15. Еще нам на заворот нужно оставить где-то 2. Давайте сразу 17. Так, 17.
Сразу я это все отрежу. Cut. Вот эту часть можно удалить. Это у нас должна быть двойная штучка. Прошитая такая. Так. Дальше X делаем так. Дальше. Знаете что? У нас не должно быть вот этих линий тут вообще. У нас должна быть только двойная линия вот здесь вот. Поэтому это мы тоже пока удалим. Дальше делаем, там где-то на 2, например. Хотя это остро. Давай на 1,5. Окей, 1,5 меня устраивает. Теперь делаем... где этот? Блин, ладно. Add internal is align. Сначала на 2. 0,2. А потом отсюда делаем... Блин. Нет. Нам нужно было делать только наружные стенки. И потом еще 1. Сантиметр. Так. Дальше делаем create. Так. Нет. Где тут этот? Create lining inside. Так. Все, оно должно было сшиться. Дальше будем пришивать вот этим. А как я буду пришивать-то? Пять. Давайте так сделаем. Сначала просто пришью это сюда. Давайте М. А потом я подвину. Значит, шью верхнюю деталь сюда. Во. 2,5. И... так у меня тут были точки, ориентиры. Окей. Так, я пришила к рукаву. В принципе, нормальная тема. Пусть к рукаву и пришивается. Давайте я вообще все заморожу, кроме вот этих штучек. И посмотрим. Надо было их ближе подтащить. Ладно. Так, теперь, значит, это я вот этот пришивала. Значит, что нам нужно сделать? Я хочу, чтобы это был тюрнет. И посмотрим, что будет. Какая-то лажа. Ладно, хорошо. Так, это точно деталь мелкая. Давайте ей сразу 5 ставим. Дальше вот здесь делаем следующее. Subdivision где-то на 2 сантиметра. Это миллиметры, значит 20. Или не надо был Subdivision? Ладно, пусть Subdivision будет. Не то. Короче, вот этот шов нужно было не тюрно делать, а пусть будет flat, но... Блин, поскольку это я к краю пришиваю, то фигня. Я не могу настроить шов.
фигово. Вообще там. Ладно, давайте попробуем так. Что у меня со швом Б? Это у нас, допустим, тюрнет. Ну что-то на тюрнет оно не тянет. Не в ту сторону. Так, что-то мне... не нравится. Так, давайте сделаем Ctrl-Shift-J. Не то. Нужно было вот это сделать. Ctrl-K. О. Ctrl-K. Так. Так, мне нужно. Тюрнет тут не катит. Мне нужно что? Падай. Да чтоб же ж тебя, давай уже. Так. Set Sublayer. Наоборот. О! Так, это я не то. Это вот это нижний. Так, окей. А я чем пришивала? Я верхний пришивала. А мне нужно, чтобы он тут топорщился. Ладно, давайте сделаем следующее. Add internal isoline. Допустим, 0,3. И каких-нибудь 3 раза это сделаем. Потом мы сделаем это не 180, а, например, 170. И, например, 20. Ну. И чё? Мало. Ну, допустим, 150. И чё, и куда ты гнешься? Вот скажи ты мне. Почему тебя сюда пахнуло? Ты можешь мне объяснить? Хорошо, давай поднимем на где-то... Пусть будет на 2. Так. О. Так, походу этого тоже мало. Допустим, 120. О, уже что-то такое похожее. Так, только давай уже опустись ты тут как-нибудь. Ну, а что-то это все равно как-то мутновато выглядит.
Хорошо, давайте я сделаю следующее. Уберу вот это нафиг отсюда. Это подниму еще где-то на 0,5. Вообще сколько это? Не. Так. Так, и теперь 0,5. Да, теперь будет где-то сантиметра. Дальше я попробую сделать Realistic Fold. Я попробую сделать здесь по максималке. О, уже на что-то похоже. Но мне же теперь нужен не 120, а все 90, а может и больше. О, что-то уже такое вырисовывается. Дальше. Теперь мне нужно сделать петелечку и пристегнуть пуговичку. Да? И что-то мне подсказывает, что надо даже где-то не 90, а все 60 сделать. Так, Б. Здесь тюрнет, понятно, вот этот вот. Давайте я сделаю flat. Сим. И посмотрим, что у нас будет. Так. Да что тебя так сюда? Так, куда? Короче, пока не пристегну, оно не успокоится, да? Ляж уже. Это верхнее, это нижнее. Давайте ему поставим давление -5, например, чтобы его приколупало туда. Давай, давай, ложись. Вот. А тут что ты мне тут маешься? Отлично. Единственное, что мне все равно не хватает здесь вот этой вот эту линию. Хочется поднять еще где-то на полсантиметра. Нет, это уже слишком далеко. Может быть, что у меня здесь? Аж целых 7. Это много. Давайте 5. Давайте уберу я отсюда вот Subdivision. Он как бы тут особо и не нужен. Вот наши Subdivision тут и так есть. Так. Ну, что-то происходит. Что-то такое торчит. Хотя, блин, 5 миллиметров меня не устраивает. Хочу 7. Так, и надо все-таки 90. И еще надо все-таки, наверное, 50. Тогда, ну, может быть... чего-то там. Так, я поняла, что меня не устраивает. Давайте я буду пришивать это не к рукаву. И, наверное, не верхней частью, а нижней.
И следующим образом. Значит, надо x поставить. Значит, что я буду делать? N. Нет, M. Это сюда. И мне нужна верхняя часть. О, или вот к нижней. Точно. Так, да. И сейчас я попробую сделать такую штуку, чтобы... Что у меня в сет-саблайерах стоит? Типа вот это. Вот так. Я не знаю, это сейчас что получится. Но вдруг что получится. Блин, лажа получается. Надо, наверное, разморозить для начала, а потом посмотреть. Так, что у меня... Так, хорошо. Не туда. Не получается. Давай сделаем по-другому. Так. Сюда. И сюда. Так. Сюда. И сюда. Ну. И чё ты не анфризишься? Так, мне нужно, чтобы эти швы были flat. Нет, не flat, а так вот. Так. Б. По-моему, что-то не то. Так, Б. Теперь то. Так. Б. Наверное, так.
Нет, не получается. Ладно. Не то. А что же делать-то? Ладно, давайте я попробую. Это нижний слой, да? Хорошо, давайте я попробую пришить к рукаву еще раз. Так. И посмотрим, что будет. Turned. Нет, к рукаву плохо получается. Что же делать там? Ладно, давайте это сделаем. Add internal isoline. Два. Будем пришивать к верхней части. Так, М. Это сюда. Это сюда. Дальше. М. Это сюда. Это сюда. Дальше. Мне нужно, наверное, флипнуть нормали. Flip Orientation или 3D. Так, что тут Rotate Parallel to X. Так, и попробовать Set Sublayer поставить. И может быть это что-то даст. А может быть нифига не даст. Так, по-моему, она заживала. Угу. Такое себе. Фиговая какая-то история. Тогда нафиг это все.
Тогда пришиваем к краю куртки. И не к тому, а к другому. И сет саблейры, по-моему, надо убрать. И флипнуть нормали обратно. Так, еще раз. Просто к краю куртки шьем и все. Надо нам все-таки учитывать какие-то ограничения. Не все так гладенько, как хотелось бы. Да, будем так. Теперь set sublier. Это убираем. Это убираем, наоборот, ставим так и так. Дальше. Что еще мы можем сделать? Можем попробовать здесь сделать double side. И вместо того, чтобы шить двойную, например, сделать ее 1 миллиметр, типа так, и попробовать сюда какие-то впендюрить. Просто эти, короче, нормалки сделать швами. Как сделать нормалки швами? Где у нас тут топ-стич? Free топ-стич. Давайте сделаем какой-нибудь топ-стич и попробуем. Даст нам это что-то или нет? Assign. Assign. Давайте посмотрим. Так. Офсет не нужен. Это что-нибудь дает нам? Так, есть у нас тут 3D этот материал. 3D Shadow эффект. И нормалок это особо никаких не дает. Но может быть мы и этим обойдемся. Во. Enable normal texture. Так, и что за 3D Shadow эффект? Thickness. И что, нормалка-то не работает, ни финта. Так. Странно. Ничего не понятно. Вроде нормалка должна срабатывать. А она не срабатывает. Она, наверное, только в этом будет срабатывать. Вот же ж. Зараза. Ладно, придется делать двойную. Тогда double side убираем. И делаем... Давайте я лучше сверху сделаю. Create lining. Outside. Да.
Теперь надо убрать... Да, кстати, тут швов куча. Зачем? Спрашивается, если можно один шов сделать и убрать у него нормалки. О. Так, ага. А давайте поменяем местами. Поставлю это сверху. Только мне нужно расшить вот это. Тут нам это не надо. Ну, типа как-то так. Хорошо. Давайте сделаем здесь эту, как его... Buttonhole. Так, поставлю сюда, потом смещу его куда-то на 2 сантиметра. Дальше 90. Дальше... А что я его сюда поставила? Если мне его нужно сюда. Так. 2 сантиметра. Дальше 90. Дальше чего тут у нас? Так, left, right, up. Сделаем такую штучку. Ну и в принципе окей. Да, и что-то она слишком далеко. Давайте ее поднимем еще на сантиметр. Ну, может быть, на полсантиметра ниже. Или на 3 миллиметра. Да, нормалек. Так, дальше. Давайте воткнем в плечо пуговицу. Так, X это где-то... Давайте сделаем 15. Потом я уберу эту точку, наверное. Сейчас я проверю. Что это за место? Ну, почти что. Наверное, надо их удлинить. Сантиметра на 2. Так. Так, да. Пусть повыше будет. Хотя, может, это и сильно длинное. Ну, окей. Так, пуговка. Давайте сделаю еще пуговицу какую-нибудь и воткну ее. А это что за... А, это... Так, мне нужно ее прицепить вот к этой точке. Так, дальше пуговица, пуговица. Так, пуговица.
И как нам ее отредактировать? Во. Мне нужна типа какая-то заклепка. Типа это кнопка. Сколько всякого добра. И непонятно, где тут что. Это прям круглое. Господи, как это... Вот это на кнопку похоже. Окей. Так, я понимаю, что вот это вот застежка. Так. Ну, давай посмотрим, что получилось. Ну, блин, классно. Только пуговицу надо побольше сделать. Так, что у меня тут? Ширина. Давайте сделаем 1,5. Может, 1,7. Да, прям вообще атас. Теперь я хочу... Что оно? Пусть будет глаз. Интересно. Use the same material. Пластик. Давай я сделаю металл. Дальше. Как-то это уж слишком все. А мне нужно, чтобы оно было вот так. И как мне это сделать? Это у нас нижняя часть. Я хочу сделать давление -5. Дальше. Мне не нравится, что пуговица слишком торчит. Давайте... Где-то у нас тут коллизия. Нафиг коллизию. Что-то было где-то настройка, чтобы она туда ниже заправлялась. Можно просто это запихать. И она вроде должна быть нормально. Так. Вот что мне не нравится, вот это вот все. -10. Может, у меня слишком много? Так, давай флэт сделаем 7. Потому что что-то меня это не устраивает.